Амин был замкнутым неудачником, у которого не было друзей, и он находил счастье только в своих дисках с Джонни Синсом. Однако вся его жизнь меняется к лучшему, когда он спасает соседскую девушку, которая была в депрессии, и теперь она влюблена в него, даря ему счастье, которого ему так не хватало. Они впервые встречаются, когда Алман возвращается домой из школы и замечает Шину, которая сидит под дождем и грустит. Он думает пройти мимо, но потом видит, что она плачет, и решает, что не может просто оставить ее там. Поэтому он подходит к ней, раскрывает над ней зонтик, протягивает ей зонтик и говорит, чтобы она не простудилась. На следующий день в школе Амин сильно чихает из-за дождя, который шел накануне. Затем в класс заходит Шина, и все в классе теряют дар речи, восхищаясь ее красотой, как будто она Меган Фокс. Амин думает о том, что школьный ангел во всем великолепен и всегда улыбается, и приходит к выводу, что такой ангел, как она, не может быть депрессивным эмо. Он знает, что все жалкие простаки хотели бы встречаться с ней, но в отличие от них, такой сигма-чат, как он, этого не хочет. Позже, в тот же день, Амин возвращается домой, и, к его удивлению, там его ждет Шина с зонтиком. Шина говорит, что просто возвращает то, что ей не принадлежит, и замечает, что он ужасно выглядит. Амин говорит ей, чтобы она не лезла не в свое дело, но Шина отвечает, что ей не все равно, потому что он заболел, пытаясь играть в ночь под сияющим зонтиком. Он выхватывает у нее зонтик и говорит, чтобы она оставила его в покое. Но во время разговора он чуть не падает в обморок. Шина подхватывает его, как героиня романтической комедии, и говорит, что она в долгу перед ним. Она заходит в его убогую квартиру и сразу же говорит ему переодеться, а сама скоро вернется. Когда Алман спрашивает, зачем ей возвращаться в эту дыру, она просто отвечает, что хочет помочь ему лучше спать. Затем она убегает в свою комнату, оставив Амина в недоумении от того, что она живет прямо по соседству. Позже той же ночью он просыпается и видит, что Шина наблюдает за ним. Она говорит ему, что он проспал 2 часа, и спрашивает, голоден ли он, потому что она приготовила рисовую кашу специально для него. Амин удивлен, что она еще и хорошо готовит. Она протягивает ему градусник, чтобы он измерил температуру, и когда он поднимает рубашку, чтобы проверить, Шина в панике отводит взгляд. Именно тогда Амин наконец понимает, почему все парни в школе сходят с ума по ее миловидности. Она возвращается с кашей и спрашивает, есть ли у него температура. Он говорит, что это пустяки, и несколько таблеток и сон все исправят. Но Шина преподает ему импровизированный урок о том, почему важно заботиться о своем здоровье. Когда она протягивает ему еду, он просто смотрит на нее, как на дурацкий пончик. Она дразнит его, говоря, что его нужно кормить с ложечки, но он больше удивлен, что она умеет готовить. Она пожимает плечами и говорит, что это элементарные навыки выживания, когда живешь один, и предлагает ему тоже научиться готовить еду и убирать в своей грязной комнате. Амин хвалит ее еду, а она отмахивается, говоря, что даже однорукий мог бы приготовить рисовую кашу. Затем он поднимает тему дождя и спрашивает, почему она грустила под дождем, как трагический персонаж, и предполагает, что это потому, что ее бросили 4 парня. Шина быстро объясняет, что у нее нет парня, и она не такая легкомысленная, чтобы встречаться с разными парнями. Амин шутит, что у нее, наверное, целая очередь поклонников. Но это задевает ее за живое. Она огрызается, что она не общественный туалет, и он замечает перемену в ее настроении и извиняется. Она говорит, что просто пыталась привести мысли в порядок в тот день и тоже извиняется за то, что он заболел. Он отмахивается, говоря, что не против, и в отличие от других парней, он не будет пытаться вызвать у нее чувство вины, чтобы она согласилась на его ухаживание. Шина удивляется этому и признает, как это утомительно, что все парни вокруг нее хотят ее. Он также добавляет, что приятно знать, что у ангелов бывают плохие дни, но она раздраженно просит его не называть ее так. На следующий день в школе Ицуки рад видеть, что Амин снова здоров, и говорит ему взять себя в руки. Пока они идут, Амин замечает, что Шина помогает одноклассникам с математикой, и Ицуки небрежно напоминает ему, что она не для него. Вечером Амин ужинает на балконе своей квартиры с жалким желе, и когда Шина видит, что он ест, она ругает его за плохой выбор еды. Затем она заходит внутрь, говорит ему подождать в комнате и через несколько минут возвращается с настоящей едой, которая у нее осталась. Он благодарит ее, снова шутит про ангельскую кухню, и она снова просит его перестать называть ее ангелом. Затем, пока он ест, он думает о том, как это вкусно. На следующее утро он возвращает ей тарелку, и она благодарит его за то, что он ее помыл. Но потом, к его удивлению, она дает ему еще одну тарелку с едой. Он протестует, но она настаивает, что всегда готовит слишком много. Он сдается и благодарит ее, но предупреждает, что если она продолжит так делать, он может в нее влюбиться. Она спрашивает, так ли это, и он холодно отвечает, что нет, и она хлопает дверью перед его носом. С этого момента Шина продолжает готовить для Амина домашнюю еду, и его рацион чудесным образом меняется с вредной еды, вызывающей диарею, на питательную пищу.
В школе Амин спрашивает Ицуки, выглядит ли он здоровее, и искренне удивляется, когда Ицуки говорит, что он наконец-то не похож на труп. Однажды днем, когда Амин идет за покупками, он сталкивается с Шиной и говорит ей, чтобы она не думала ничего плохого, потому что он за ней не следит. Она закатывает глаза и говорит ему, чтобы он перестал себя накручивать. Она знает, что они в супермаркете, который находится недалеко от их домов. Он замечает, что она экономно расходует деньги, и хвалит ее за то, что она откладывает карманные деньги, которые ей дают родители. Но, к его удивлению, когда он это говорит, на ее лице появляется грусть. После покупок Амин предлагает помочь ей донести сумки. Она отказывается, но он настаивает, говоря, что она наберет больше очков, если позволит ему. Затем он идет вперед, говоря, что они все равно будут выглядеть неловко вместе. Позже, когда она заходит к нему домой, чтобы забрать контейнер с едой, она застает его за уборкой в его захламленной комнате. Когда он признается, что понятия не имеет, что делает, Шина начинает учить его, как быть взрослым. Затем, решив навести порядок, они начинают уборку. Сначала ему удается убрать комнату, но потом Шина поскальзывается, и Амин ловит ее в очень удобной позе. Она ругает его за то, что он превратил свою квартиру в рассадник болезней, из-за чего она упала. Он извиняется, и они продолжают уборку, но в глубине души Шина чувствует, как колотится ее сердце. После уборки, чувствуя себя уставшими, Амин предлагает заказать пиццу. Она впервые видит пиццу на вынос и признается, что никогда ее не пробовала, потому что ее семья слишком богата для такой еды. Пока она ест, она говорит Амину, чтобы он перестал пялиться, а он отвечает, что у нее нет никакого обаяния. Однако он говорит, что ему больше нравится ее непринужденная версия, чем чопорная и идеальная школьная. Она говорит, что в глубине души всегда была такой. Амин говорит ей, что она может расслабиться рядом с ним, а она отвечает, что не может, когда он так на нее смотрит. Перед уходом Амин спрашивает, почему она каждый день его кормит. Она говорит, что ей просто нравится готовить для других, и ей приятно знать, что Амин ест качественную еду, а не вредную. Она добавляет, что в отличие от других парней, Амин не влюбляется в нее из-за ее действий, и ей это нравится. Она уходит в свою комнату, и Амин делает вывод, что она к нему ничего не чувствует. Несколько дней спустя Амин встречает Шину, которая сидит одна в машине, и спрашивает, что она здесь делает. Она небрежно отвечает, что ничего, но он ей не верит. Его детективные инстинкты срабатывают, когда он видит ее одежду, покрытую мехом и царапинами, и он спрашивает, не обнимала ли она тигра. Шина признается, что просто залезла на дерево, чтобы спасти кошку, и не смогла. Амин, играя роль неохотного героя, говорит ей не двигаться, и через несколько минут появляется с аптечкой, как какой-то бойскаут. Он приказывает ей снять колготки, и Шина спрашивает, не под кайфом ли он, раз задает ей такие вопросы. Он бросает ей свою куртку и объясняет, что нет, это не уловка, он просто не хочет, чтобы ее колено раздулось, как воздушный шар. Она нерешительно соглашается, а он отворачивается, пока она приводит себя в порядок, и радуется, что он не пытается подглядывать. Затем, перевязав ей лодыжку с удивительной ловкостью, он бормочет, что, возможно, он не совсем бесполезен. Амин принимает этот сомнительный комплимент, как Нобелевскую премию мира. Затем он протягивает ей большие спортивные штаны и толстовку, и когда она спрашивает «зачем?», объясняет, что это для того, чтобы она могла скрыть свою знаменитость, пока он несет ее обратно. Затем, когда он несет ее домой, она извиняется за беспокойство, а он просто пожимает плечами. Он говорит, что он просто настоящий джентльмен. Но вернувшись домой, Амин быстро заходит в свою комнату после того, как Шина поблагодарила его, и она понимает, что все еще в его штанах. На следующий день в школе Амин появляется в шортах, и Ицуки удивленно поднимает бровь. Амин говорит ему заткнуться, потому что он забыл свои спортивные штаны. Тем временем популярный красавчик Каваки, похожий на Сквидварда, получает свое обычное королевское обращение. Амин, не впечатленный, замечает, что в школе странно хорошо придумывают прозвища, такие как Ангел и Принц. В этот момент он встречается взглядом с Шиной на другом конце поля, и она улыбается ему, отчего Амин отводит взгляд, но другие парни думают, что она улыбается им. Позже, дома, Шина заходит, чтобы вернуть ему одежду, и приносит угощение в виде еды. Амин спрашивает, как она себя чувствует, и она отвечает, что все в порядке, но она не собирается в ближайшее время участвовать в марафоне. Он дразнит ее, что она осветила поле своей ангельской улыбкой, на что она закатывает глаза и напоминает ему, что ненавидит это прозвище. Любопытно, она спрашивает, почему толпа чуть не упала в обморок, когда она улыбнулась, и Амин, как всегда, льстит ей и спрашивает, нравится ли ей Каваки. Шина говорит ему, что ее не интересует Каваки, и отвечает, что если бы красивых лиц было достаточно, Амин был бы влюблен в нее прямо сейчас, что заставляет Амина на мгновение задуматься. Его забавляет, что она признает, что она злодейка, и просто отмахивается от этого. Она говорит, что знает это потому, как к ней относятся другие, и что она хорошо о себе заботится. Он проверяет еду и спрашивает, приготовила ли она ее,
и она говорит ему разогреть ее в микроволновке. Но Амин говорит, что ему нравится свежая еда, намекая на то, что хочет пойти с ней на свидание. Она спрашивает, не пытается ли он проникнуть в ее квартиру, чтобы пошалить, и он уверяет ее, что он не дурак. Они договариваются разделить счет и приготовить еду у него дома, чтобы Амин мог поесть свежеприготовленную еду. Амин спрашивает, будет ли она чувствовать себя в безопасности в его комнате, и она уверяет его, что разобьет ему яйца и замаринует, если он что-нибудь попытается сделать. Она также добавляет, что она не в его вкусе, и когда он спрашивает, откуда она это знает, она отвечает, что если бы это было так, он бы уже целовал ей ноги, а это не так. Когда она приходит, Шина видит, что кухня идеально чистая, наверное, единственная чистая вещь в его квартире, и говорит ему не мешать, чтобы он не путался под ногами. Пока она готовит, Амин наблюдает за ней и думает, что она похожа на его жену. Он приходит в себя и спрашивает, не пытается ли он заглянуть под ее фартук. Он отвечает, что она слишком самоуверенна. Когда еда готова, Амин набрасывается на нее как одержимый и хвалит ее стряпню, называя ее лучшей едой, которую он пробовал со времен материнского молока. Потом он спрашивает, почему она продолжает кормить парня, который ей якобы не нравится. Она пожимает плечами и говорит, что ей это нравится и что кормить обездоленных – это хорошая карма. Шина предлагает прекратить, если это странно, но Амин быстро говорит ей продолжать. На следующий день после жестокого экзамена Ицуки жалуется, что экзамен был несправедливым. Амин шутит, что это расплата за то, что он встречается, а не учится. Ицуки отвечает, что Амин будет таким же подкаблучником, когда влюбится в кого-нибудь. Тут появляется Читас, девушка Ицуки, и спрашивает, есть ли у Амина девушка, потому что она хочет с ней подружиться. Он шутит, что его воображаемая девушка не одобрит новых друзей. Позже у Амина дома Шина благодарит его за то, что он помыл посуду. Когда он спрашивает, над чем она работает, она небрежно отвечает, что оценивает себя. Амин спрашивает о ее успехах, и она скромно хвастается, что уже прошла программу следующего года. Он спрашивает, нравится ли ей учиться, и она отвечает, что у нее нет выбора. Амин признается, что делает это в основном, чтобы избежать родительских скандалов. Перед уходом она случайно роняет свой пропуск, и Амин быстро возвращает его ей. Но он видит, что у нее день рождения через 4 дня, и записывает это в свой блокнот. Позже, когда он готовит, он спрашивает, что бы она хотела получить в подарок. Она задумывается и говорит, что хотела бы точильный камень, что его удивляет. Амин слегка обеспокоенно спрашивает, нормальная ли Шина, а Шина просто отвечает, что ему повезло, что он не такой, как другие парни. На следующий день Амин просит Ицуки помочь ему с идеями для подарка, но все кажется ему ужасным или непрактичным, поэтому он решает отложить свою идею. В конце концов, они зовут Чидос, которая сразу же проявляет к этому слишком большой интерес. Она засыпает Амина вопросами о девушке. Но он продолжает отмахиваться от ее вопросов. Наконец, она предлагает мягкую игрушку. Амин смеется над идеей купить плюшевого мишку, как в каком-нибудь романтическом фильме, и Читас называет его трусом. Однако Амин понимает, что мягкая игрушка – хорошая идея, но, чтобы не смущаться, он просит ее помочь ему купить ее. Она соглашается, если он купит ей блинчики, на что он с радостью соглашается. Через несколько дней у Шины день рождения, и Амин смело вручает ей подарки, поздравляя с днем рождения. Она смущается и спрашивает, откуда он знает, что у нее день рождения, и он отвечает, что случайно увидел это в ее пропуске. Шина говорит ему, что он должен был просто проигнорировать это, потому что раньше никогда не праздновала свои дни рождения. Но услышав это, он все равно вручает ей подарки, говоря, что это его благодарность. Затем она открывает первый подарок – крем для рук. Он объясняет, что поскольку она весь день активно пользуется руками, он подумал, что ей это понадобится, и она благодарит его за это. Однако в сумке она находит еще один подарок – плюшевого мишку. И смутившись, он говорит ей, что она может просто выбросить его, если он ей не нравится. Но Шина уверяет, что будет хранить плюшевого мишку вечно. В этот момент он смотрит, как она обнимает мишку, и быстро отводит взгляд, не желая испытывать чувства. Внезапно она говорит ему, что никогда раньше не получала таких подарков, потому что никому не рассказывала о своих днях рождения. Шина признается, что всегда нервничала, получая подарки от незнакомцев. Амин спрашивает ее о своих подарках, и она отвечает, что он для нее не чужой. Внезапно ему хочется погладить ее по голове, но он быстро подавляет это желание, понимая, что чуть не поддался. Через несколько дней дверь Амина распахивается, и на пороге появляется его мать, Шако. Она приветствует его с улыбкой и говорит, что он выглядит лучше, чем она помнила. Амин, как обычно, вяло благодарит ее и вежливо просит уйти. Естественно, она игнорирует это и настаивает, чтобы он хотя бы сделал вид, что рад ее видеть, особенно после того, как она проделала такой путь. Вздохнув, Амин повторяет слова благодарности, на этот раз чуть менее равнодушно, и снова просит ее уйти. Шако, не обращая внимания, пытается войти в его квартиру. Но Амин становится живой преградой.
пока она не напоминает ему, чьи деньги идут на оплату аренды. Шах и мат, и Шако входит, как будто у нее важная миссия. Амин ворчит о правилах поведения гостей, пока она осматривается, явно наслаждаясь тем, что застала его врасплох. Она замечает, что у него в комнате чисто и что у него хорошая кожа. И Амин вспоминает, как несколько минут назад ему пришлось затащить Шину в свою спальню, чтобы не встречаться с матерью. Однако Шако замечает следы от 2 наборов посуды и, возможно, запах духов и обвиняет его в том, что он готовил на двоих. Амин делает вид, что все в порядке, и бормочет что-то о друге. Но когда Шако пытается заглянуть в спальню, он снова преграждает ей путь. Он утверждает, что не хочет, чтобы она видела его DVD с Мией Халифой, но Шако не верит ему. Она врывается в комнату и, к своему удивлению, видит Шину, которая спит, как будто это сюжетный поворот. Шако радуется и заявляет, что у него хороший вкус на девушек. Амин все отрицает, утверждая, что ничего не происходит. Но Шако говорит, что девушки никогда не заходят в комнату парня, если он им не нравится. Пока он паникует и пытается все объяснить, Шина просыпается. Не теряя времени, Шако представляется своей будущей свекрови, а Амин пытается возразить, но нет, теперь Шако главное. Смущенный Амин наблюдает, как Шина пытается объяснить их отношения, ссылаясь на пристрастие Амина к фастфуду. Но Шако уже планирует их свадьбу и детей. Когда Шако узнает, что Шина живет по соседству, она называет это судьбой и говорит, что ее мальчику повезло с идеальной женщиной. Она добавляет, что Амин все еще девственник, и предлагает Шине взять инициативу в свои руки. Амин, окончательно потеряв терпение, требует, чтобы Шако ушла. Шако фальшиво извиняется за то, что испортила их романтический вечер, и прежде чем уйти, берет у Шины номер телефона, а затем уходит. Наконец-то, оставшись один, Амин извиняется за цирк, который устроила его мать. Но Шина говорит, что ему повезло, что у него есть кто-то, кто заботится о нем настолько, что устраивает хаос. Это немного задевает Амина, особенно когда Шина признается, что никто даже не называет ее по имени, даже ее собственные родители. Они соглашаются называть друг друга по имени, но только наедине. Когда она пытается вернуть ключ, который он дал ей в панике, Амин говорит, что доверяет ей и просит оставить его себе. Шина предупреждает его, что он открывает дверь для драматических романтических сценариев в стиле аниме, но Амин принимает этот вызов с достоинством. На следующий день, к всеобщему удивлению, Шина занимает первое место в рейтинге. Амин слышит, как девушки называют ее особенной, но, зная ее настоящую, внутренне не соглашается, считая Шину трудолюбивой, которая работает в 2 раза больше, чем остальные. Позже Шина находит в холодильнике Амина торт и спрашивает, любит ли он сладкое. Он пожимает плечами и говорит, что это в честь ее высокого балла. Она отмахивается, но он говорит, что она слишком скромна для своего же блага. Когда она подает торт, Амин смотрит не на торт, а на нее, которая слаще торта. Она неправильно понимает его взгляд и предлагает ему кусочек. Он признается, что смотрел на нее, а не на торт. Но она все равно заставляет его съесть кусочек. Затем он отвечает ей тем же и спрашивает, каково это, когда тебя кормят с ложечки. Она говорит, что это невыносимо, и он предупреждает ее, что такое кормление с ложечки может натолкнуть людей на определенные мысли. Некоторое время спустя Амин решает приготовить себе еду в одиночку. К сожалению, он может думать только о том, насколько вкуснее еда Шины. Когда он рассказывает ей о своем плане, она предлагает помощь с такой же верой, с какой люди верят в просроченные купоны. Он объясняет свое шедевральное блюдо и начинает кулинарное состязание. Когда блюда готовы, они выглядят как собачья еда, и он нервно предлагает ей попробовать. Она пробует и говорит, что на вкус это как разбитые мечты девушек Алифина, которые не смогли добиться успеха. Но она все равно ценит его усилия и предлагает ему попробовать ее версию того же блюда. Она говорит, что ему полезно научиться готовить, и спрашивает, что будет, когда он наконец научится. Амин улыбается и говорит, что надеется, что никогда не научится, потому что тогда у нее всегда будет повод прийти к нему. Услышав это, сердце Шины начинает биться быстрее, и она говорит, что будет постепенно учить его. Несколько недель спустя Ицуки и Чирос хотят устроить рождественскую вечеринку у Амина. Амин отказывается, и Чирос спрашивает, есть ли у его воображаемой девушки другие планы. Он отвечает, что все еще одинок, но Читос спрашивает его о подарке в виде мягкой игрушки, который он получил. И он просто говорит, что купил его для своей соседки, которая помогает ему по дому. После некоторых уговоров и просьб он соглашается устроить вечеринку, но они должны уйти до наступления темноты. Позже Амин спрашивает Шину, есть ли у нее планы на Рождество с друзьями. Она говорит, что у большинства ее подруг есть парни, и она отклонила дюжину приглашений от отчаявшихся симов. Когда Амин говорит ей, что на Рождество у него запланирована встреча с друзьями, она говорит, что останется в своей комнате одна, как всегда. Он замечает, какой грустной и одинокой она выглядит. Поэтому он предлагает провести Рождество с ним, и она соглашается при условии, что он научит ее играть в его видеоигры,
которыми она всегда интересовалась. Наступает Рождество, и вечеринка начинается. Ицуки говорит, что дом Амина выглядит не так трагично, как в прошлый раз. А Читас замечает, что в нем появился женский уют, что приводит Амина в замешательство. Когда он пытается прекратить их флирт, Ицуки говорит ему, что ему пора жить своей жизнью. Затем Чирос небрежно упоминает, что Шина отказала всем парням на Рождество, потому что у нее были планы с кем-то, и это заставляет Амина насторожиться. В этот момент начинает идти снег, и пара выбегает на балкон, чтобы посмотреть поближе. Но, к своему удивлению, они видят Шину, одну, тихую и красивую под снегом по соседству. Позже компания собирается у Амина, и Шина быстро извиняется за то, что раскрыла их секрет. Амин, будучи стоиком с добрым сердцем, говорит ей, что это не ее вина. Чтобы удовлетворить всеобщее любопытство, Шина рассказывает о том, как они живут, и говорит, что просто пытается уберечь Амина от саморазрушения, как неисправный тостер. Затем Ицуки, не упуская возможности подлить масло в огонь, спрашивает, действительно ли у Амина есть чувство к Шине, или они собираются пожениться. Оба сразу же отвергают эту идею, говоря, что это скорее похоже на то, что свинья полетит. Ицуки спрашивает, не для Шины ли тот плюшевый мишка, которого он заметил. Амин говорит ему заткнуться, пока его не вышвырнули. Затем он читает своим лучшим друзьям лекцию о том, что нужно держать язык за зубами. Читас уверяет его, что никто никогда не поверит, что такая красотка, как Шина, будет встречаться с таким неудачником, как Амин. В этот момент Читас наконец-то как следует рассматривает Шину и чуть не теряет сознание. Он ошеломлен, падает в обморок и наклоняется, словно собирается поцеловать ее. Но Амин вмешивается и останавливает Читаса, говоря, что не стоит давить на Шину, которая очень застенчива. Читас извиняется, говоря, что на мгновение был ошеломлен божественной красотой Шины. Затем она протягивает руку и официально представляется, а Шина вежливо улыбается. Пытаясь сохранить спокойствие, Ицуки поворачивается к Шине и заявляет, что он лучший друг Амина и всегда готов дать ему пощечину, если Амин перейдет черту. Шина смеется и говорит, что, несмотря на его трагическую хозяйственность, Амин на самом деле довольно спокойный парень. Читас вмешивается, говоря, что она тоже любит готовить, но у нее не получается. Когда они уходят, Амин извиняется за Читаса и советует Шине дать ей пощечину, если она снова начнет вести себя агрессивно. Они болтают о прекрасном снеге, который видят, обмениваются шутками, и Шина уходит за своим рагу. Пока ее нет, Амин погружается в размышления, думая о том, каким безумным был этот вечер. За ужином Шина наблюдает, как он ест, и говорит, что он выглядит по-настоящему счастливым. Амин улыбается и говорит, что ее стряпня настолько хороша, что может заставить взрослого мужчину расплакаться. Пока он моет посуду, он спрашивает, как она научилась готовить. Шина объясняет, что кто-то однажды сказал ей, что самый быстрый путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Амин хвалит того, кто научил ее готовить, и она говорит, что в отличие от того, кто ее учил, она все еще не может достичь его уровня. Но Амин говорит ей, что ее стряпня приносит ему радость, и она соглашается. Затем он спрашивает о планах на Рождество, и Шина небрежно напоминает ему об их свидании за видеоиграми. На следующий день начинается игровая сессия, в которой она не очень хороша. Показывая ей некоторые приемы, Амин случайно оказывается слишком близко. Он сразу же извиняется, и Шина говорит, что все в порядке, ведь они больше не чужие. В конце концов, Шина начинает увлекаться игрой, и Амин наслаждается тем, какая она милая. Затем она неожиданно спотыкается и падает прямо ему на колени. Душа Амина ненадолго покидает его тело, пока он решает, плакать ему или смеяться. Шина ахает и извиняется, как будто совершила военное преступление, но Амин улыбается и говорит, что она выглядит очаровательно. Она начинает бить его, смущаясь до невозможности. Позже Шина выигрывает матч, и Амин радуется, как будто только что открыл секретный уровень. Он вручает ей подарок в качестве награды. Шина просит его успокоиться, но Амин настаивает, чтобы она притворилась, что это от Санта-Клауса. Когда она открывает его, то находит брелок для ключей, потому что она держала его ключи. Шина впечатлена и говорит, что он более стильный, чем она ожидала. Затем она рассказывает ему, что Шихако прислала ей старую фотографию Амина. Оказывается, они обменялись контактами в тот день, когда Шихако пришла к ним. Он пытается преуменьшить это, но Шина отводит его челку в сторону и называет его красивым. Он краснеет, затем отвечает ей тем же, убирая ее волосы, и они оба молча ждут, пока напряжение спадет. Через мгновение Шина удивляет его своим подарком, новым шарфом. Внезапно уверенность Амина зашкаливает, и он поднимает ее, говоря, что ее улыбка стала намного ярче, и ему это очень нравится. Шина, смутившись, просит его замолчать, чтобы она могла дышать. Она выбегает из комнаты, красная как помидор. Амин следует за ней, беспокоясь, что ей станет холодно. Шина оборачивается и говорит, что это ему нужно беспокоиться о простуде.
Прежде чем отправиться спать, Амин благодарит ее за то, что она добавила красок в его жизнь, и Шина отвечает ему тем же. На следующее утро Амин замечает, что ее лицо все еще красное. Он спрашивает, все ли с ней в порядке, и Шина отвечает, что да. Он не верит ей, поэтому сам проверяет ее температуру. У нее жар. Он говорит, что ей нужно отдохнуть, и несет ее домой. Но Шина останавливает его у своей двери, говоря, что мальчикам нельзя заходить внутрь. Амин предлагает ей переночевать у него, и после недолгих препирательств она соглашается. Вернувшись к нему домой, она ест, принимает лекарства и благодарит его за заботу. Амин говорит, что она сделала то же самое для него и спрашивает, почему она всегда так старается. Шина отвечает, что он никогда не был обузой. Когда Амин собирается уходить, она берет его за руку и тихо желает спокойной ночи. Он держит ее за руку, и когда она смущается, он говорит, что просто хочет помочь ей уснуть. На следующее утро он снова заходит к ней. Шина говорит, что с ней все в порядке, и Амин предлагает приготовить кашу. После того, как она поест, они садятся вместе. И она признается, что никто никогда не заботился о ней так, как он. Шина снова извиняется за то, что была обузой, и Амин тут же прерывает ее, говоря, что не может видеть, как ей больно. Он снова берет ее за руку, чтобы помочь ей уснуть, и тихо думает, что было бы, если бы они не старались так сильно притворяться. Наступает Новый год, и Ая и Шина проводят его вместе, сентиментально рассуждая о том, что будет дальше в Новом году. В конце концов, они оба проверяют свои телефоны. Амин получает сообщение от Ицуки и Шихако, которые дразнят его из-за того, что он проводит время с Шиной. Затем его отец пишет, что они могут зайти через несколько дней. Амин соглашается, но когда он поворачивается, чтобы сказать Шине, она уже спит у него на плече. Он пытается разбудить ее, но она просто тает в его объятиях, и он понимает, как она устала от готовки на Новый год. Он снова пытается разбудить ее, но она прижимается к нему еще сильнее, и он не может не восхищаться ее запахом. Амин долго думает, что делать, и немного поразмыслив, решает, что джентльменский поступок — уложить ее в постель. Признаваясь, что она прекрасна, он нежно гладит ее по щеке и шепчет ей спокойной ночи. На следующее утро Шина все еще спит, и Амин любуется тем, как мило она выглядит во сне. Он нежно гладит ее по лицу, и, к его удивлению, она немного просыпается и начинает наслаждаться его нежными прикосновениями. Затем она просыпается, испугавшись, но Амин быстро уверяет ее, что ничего скандального не сделал, и шутит, что она должна быть благодарна ему за то, что он не сделал ничего странного, как Диди. Шина отвечает, спрашивая, нравится ли ему гладить щеки. И она признается, что все это время, пока он укладывал ее спать, она не спала. Амин стонет, говоря ей, чтобы она так с ним не шутила, потому что это опасно для парня с гормонами. Затем он полушутя спрашивает, не хочет ли она, чтобы он сделал первый шаг, и Шина сильно краснеет и прячет лицо. Вскоре после этого приходят родители Амина. Он приветствует своего отца, Шида, как цивилизованный человек, но делает вид, что его мама, Чихока, невидима. Когда она упрекает его в этом, он отвечает, что уважение — это улица с двусторонним движением. Затем он замечает подозрительную коробку, и Шихако говорит, что это просто вещи, которые они принесли. Она врывается, чтобы поздороваться с Шиной, и Шута не отстает. Он представляется. Благодарит Шину за заботу об Ае, и Шина любезно отвечает, что это взаимно. Затем Шихако, королева двусмысленных комплиментов, называет Ае бесполезным бездельником, но Шина защищает его, говоря, что Ае был очень внимателен к ней. Шута рад, что они поладили, и советует Шине не спускать с Ае глаз, если он перейдет черту. Шина подает им чай, заслужив похвалу за свои манеры. Но Шихако не может удержаться от подразнивания, говоря, что приятно видеть Амина с красивой девушкой. Шута просит ее прекратить, но упоминает, что именно из-за ее заботливого отношения он влюбился в нее, и это почему-то заставляет ее покраснеть. Затем Чихока заговаривает о посещении храма на Новый год. Когда они признаются, что еще не ходили, она говорит, что купила Шине кимоно и настаивает, чтобы они пошли все вместе. Амин возражает, опасаясь, что они могут встретить одноклассников. Шихако отмахивается, просто говоря ему, чтобы он не попадался. Перед выходом Амин смотрит на себя в зеркало и получает комплимент от отца. Шута спрашивает его, рад ли он переезду, и по сравнению с его темным прошлым Амин чувствует себя намного счастливее. Затем Шина выходит в кимоно, и у Амина перехватывает дыхание. Он теряет дар речи, пока мама не напоминает ему, что у него все еще есть рот. Он выдавливает комплимент, и Шина благодарит его. Позже, когда они остаются наедине, он признается, что она выглядит потрясающе. Шина, явно смущенная, отвечает ему тем же и шепчет комплимент, говоря, что он выглядит красивым, и это его трогает. В храме Амин спрашивает Шину, все ли с ней в порядке, и она отвечает, что чувствует себя неловко в кимоно. Среди толпы она чуть не падает, но Амин подхватывает ее и решает держать за руку до конца прогулки. После молитвы Ая подразнивает ее за то, что молилась слишком долго.
Шина говорит, что хочет, чтобы таких спокойных дней было больше, а Аэ бормочет, что мир и ее мать несовместимы. Они берут суп из бобов, и Аэ спрашивает, можно ли ему попробовать ее. Когда она колеблется, он думает, что она не хочет делиться, но она меняет чашки, чтобы он мог попробовать ее суп. Затем она напоминает ему, как неловко было в прошлый раз, когда они кормили друг друга. Амин только сейчас понимает, что это был косвенный поцелуй, и извиняется за то, что обращался с ней так же, как со своими приятелями, с которыми обычно обменивается слюной. Услышав, что Шина не в восторге, пьет из его стакана, потому что считает его своим другом. Позже Амин извиняется за то, что утомил ее за день. Но Шина говорит, что ей было весело, и она чувствовала себя по-настоящему счастливой, чего не чувствовала уже давно. Увидев, какая она милая, он гладит ее по голове, и она обвиняет его в том, что он пытается испортить ей прическу. Когда он спрашивает, не нравится ли ей это, Шина просто говорит, чтобы он предупреждал ее в следующий раз. Затем она отчитывает его, говоря, что он не должен так гладить девушек по голове, но он поднимает ее, говоря, что она единственная девушка, с которой он так делает. Это мгновенно поражает Шину, и она убегает обратно в свою квартиру, оглядывается на него и называет его дураком через дверь. На следующий день родители Амина уезжают домой. Они говорят ему, что с нетерпением ждут того дня, когда Амин приведет Шину домой по-настоящему. Шута даже говорит Шине, что надеется, что она останется друзьями с Амином. И она отвечает, что ей повезло, что она его знает. Позже Амин говорит ей, чтобы не подлизывалась к нему, чтобы угодить родителям. Но Шина настаивает, что она говорила серьезно, потому что действительно считает его хорошим и красивым парнем. Затем она уходит готовить обед, как ни в чем не бывало. На следующий день в школе ходят слухи о том, что Шина ходила в храм с таинственным красавчиком. Девочки гадают, кто бы это мог быть. Амин и Ицуки здесь, и Ицуки пытается утешить Амина, но тот не хочет ничего слышать. В конце концов, Амин и Шина обсуждают сплетни. Шина говорит, что лучше, если никто не узнает, что это был он. Шина говорит, что лучше подождать, пока все утихнет, и Амин вздыхает, говоря, что такой урод, как он, все равно не может быть ее парнем. Услышав это, Шина огрызается, говоря, что искренне верит, что он порядочный человек, которому нужно быть увереннее в себе. Амин благодарит ее за комплимент и уходит мыть посуду, а Шина прячет смущение под подушкой. Несколько дней спустя Чита заходит к Амину с подозрительно задумчивым видом. Она говорит, что ей нужен его мудрый совет, потому что скоро День Святого Валентина. Амин, как всегда, напоминает ей, что ответственные студенты должны больше думать об экзаменах. Но один взгляд на Шину, и она понимает, что в глубине души у Амина есть мягкая сторона. Она, наконец, признается, что хочет подарить Ицуки шоколадки, и они должны быть особенными. Амин сразу же предлагает Шину как лучший выбор для чего-то девчачьего. Чита разочарованно говорит, что думала, что у него будут идеи получше, ведь он парень и все такое. Амин настаивает, что он полноценный мужчина. Чита отвечает, что полноценные мужчины обычно делают первый шаг, когда остаются наедине с девушкой, и это мгновенно смущает Амина и Шину. Амин настаивает, что не может просто так сделать первый шаг, ведь они даже не пара. Пока они пьют чай, чтобы успокоиться, Чита небрежно говорит, что тоже дарит Амину шоколадки. Она даже спрашивает, какие он любит. А он, будучи ворчливым стариком, говорит, что не очень любит сладкое. Затем она поворачивается к Шине и спрашивает, дарит ли она кому-нибудь шоколадки. Шина отвечает, что дарит их только девочкам в классе, потому что подарить их парню было бы социальным хаосом. В день Святого Валентина, пока остальные голодают, Катаваки буквально тонет в шоколадной лавине от каждой девушки в радиусе 5 миль. Остальные парни просто смотрят, обсуждая, стоит ли им напасть на него или украсть его шоколадки. Ицуки и Амин тем временем сидят как опытные наблюдатели. Амин бормочет, что все равно не ждет шоколадок. Ицуки предупреждает его, чтобы он приготовился к удару, потому что Чита тоже приготовила что-то для него. Амин прищуривается, спрашивая, что она туда положила. Ицуки перечисляет подозрительно нечестивую комбинацию ингредиентов, и Амин вслух задается вопросом, не пытается ли Чита его отравить. Затем Ицуки спрашивает Шину, думает ли Амин, что она ему что-нибудь подарит, но он небрежно отвечает, что понятия не имеет. Затем Чита с улыбкой и предупреждением вручает коробку Амину. Ицуки драматично желает ему удачи и оставляет его на произвол судьбы. Перед уходом Амин разговаривает с Катаваки и отдает ему свою сумку с покупками, которая нужна ему, чтобы нести свою шоколадную орду. Позже Амин тихо плачет над экспериментальными шоколадками Чита. Шина, наблюдая за этим, быстро дает ему шоколадное лакомство, как настоящая богиня кулинарии, и говорит, что это похоже на горячий шоколад. Амин выпивает его и сразу же чувствует себя человеком, хваля ее за то, что это вкусно. С любопытством он спрашивает, не она ли его приготовила, потому что сегодня День Святого Валентина. Шина неловко кивает, сильно смущаясь, а затем внезапно убегает в свою квартиру, оставив Амина в недоумении, не сказал ли он снова что-то глупое.
Когда он идет за ней, то находит маленький подарочный пакет и рукописную благодарственную записку. Внутри он находит шоколадки, хорошие, не слишком сладкие, и понимает, что она прислушалась к его словам, когда он сказал Чита, что предпочитает не слишком сладкие шоколадки. На следующий день в школе Катаваки благодарит Алла за сумку с покупками, а несколько девочек смотрят на него, пытаясь понять, что очаровательный принц хочет от таинственного незнакомца. Ицуки, как всегда любопытный, спрашивает, что это было. Амин объясняет, и Ицуки тут же высмеивает его за то, что он носит сумку с покупками, как чья-то бабушка. Амин утверждает, что во всем виновата Шина. Затем Ицуки дразнит, что у Амина теперь практически есть жена, и Амин агрессивно это отрицает. Тема переходит к Чита, и Ицуки рассказывает, что его отец не в восторге от того, что он собирается на ней жениться. Тем не менее, он полон решимости завоевать его расположение. Они желают друг другу удачи, хотя Амин настаивает, что у него ничего не происходит в романтическом плане. Вернувшись домой, Амин находит Шину в своей квартире и снова благодарит ее за шоколадки. Он спрашивает, не хочет ли она чего-нибудь взамен. Она отвечает, что нет, но Олман настаивает, что он должен что-то сделать, чтобы отплатить ей за доброту. Он обещает что-нибудь придумать, но предупреждает, чтобы она не ждала фейерверков. Шина мило отвечает, что ценит все, что он ей дарит, так же, как она ценила плюшевого мишку, которого он ей подарил. Затем Шина спрашивает, когда у него день рождения, и он отвечает, что в ноябре. Ее раздражает, что он не сказал ей, когда это будет, и он просто напоминает ей, что тогда они не были так близки, как сейчас. Она требует, чтобы они отпраздновали его следующий день рождения вместе, что заставляет Амина приподнять бровь, понимая, что она только что попросила его провести с ней еще 1 год. И Шина тут же краснеет, как будто только что сделала предложение. Некоторое время спустя Амин заходит в магазин подарков, чтобы найти подарок для Шины, но в итоге застревает. В конце концов, он просит продавца помочь ему найти подарок для близкого друга, с которым он совершенно не встречается. Вернувшись домой, Шина потрясена тем, как хорошо выглядит Амин, и не может не смотреть на его красивое лицо. Он пытается вернуться к своему обычному виду, но она настаивает, что, несмотря на то, что она отвлеклась, ей нравится его новый крутой образ. Амин неловко заявляет, что сегодня белый день и пытается вести себя непринужденно, но затем протягивает ей небольшой подарок. Она открывает его и находит цветочный браслет и 2 купона на скидку в магазине Амина. Она тут же использует один из них, попросив его надеть браслет на нее, и он соглашается. Когда он это делает, она благодарит его, и он не может не потеряться в ее глазах. Позже он рассказывает Ицуки, что произошло, и Ицуки чуть ли не бросает конфетти, поздравляя его с тем, что он наконец-то ведет себя как мужчина. Амин все отрицает, а Ицуки ухмыляется и говорит, что Амин определенно изменился с тех пор, как встретил Шину. Но теперь осталось только сделать шаг. Тем вечером Амин заходит в свою квартиру и видит Шину в фартуке, похожую на новоиспеченную жену. Она спрашивает, почему он опоздал, и он отвечает, что ел картошку фри с Ицуки. Она шутит, что он растолстеет, но быстро берет свои слова обратно, понимая, что Амин худой и ему нужно набрать вес. Он отвечает, что она такая же, и берет ее за руку, чтобы показать, какая она худая. Поняв, что он прикоснулся к ней, он быстро извиняется, вспомнив, что она обычно не любит физический контакт. Но Шина мягко говорит ему, что он исключение. Затем он замечает, что на ней нет браслета. Она говорит, что прибережет его на тот день, когда не будет мыть полы и стирать, потому что, как и все, что он ей подарил, она хочет их сохранить. Амин улыбается и говорит, что рад, что ей понравилось. Он уходит переодеваться, осознав, что Шина уже ведет себя как жена. На следующий день Ицуки приходит в школу с сумкой, полной одежды. Оказывается, он поссорился с отцом из-за Чида и теперь собирается пожить у Амина. Амин, явно застигнутый врасплох, спрашивает, как долго продлится этот маленький отпуск. Ицуки небрежно говорит, что несколько дней, и Амин, как любой ответственный гражданин, достает телефон, чтобы заранее предупредить Шину. Когда они приходят, Шина встречает Ицуки своим обычным спокойствием, и он тут же извиняется за то, что вторгся в их любовное гнездышко, за что получает заслуженный удар ногой от Амина. Шина просто говорит им вести себя прилично и уходит готовить ужин, как настоящая домохозяйка. Как только она уходит, Ицуки наклоняется и говорит, что им нужно спланировать свадьбу. Ужин готов, и Ицуки на 7-м небе от счастья, называя Амина счастливчиком, который каждый день забывает поесть то, что готовит Шина. Амин без колебаний соглашается, а Шина, как всегда скромная, благодарит их обоих за похвалу. Позже тем же вечером, наевшись до отвала, Ицуки начинает философствовать. Он говорит Амину, что его сильно ударил Купидон, но он еще этого не понял. Ведь даже несмотря на то, что Амин почетный антисоциальный гоблин школы, Шина все равно выбрала его. Ицуки говорит, что это прекрасно, и что Амин должен быть честен с самим собой. На следующий день Амин разговаривает по телефону с Чотасом, который устраивает истерику из-за того, что скучает по готовке Шины. Амин говорит, что это не его дело.
Естественно, Читас решает пойти дальше и спросить Шину напрямую. Через несколько минут она уже стоит у двери с Шиной и объявляет, что проведет весенние каникулы у нее. Она врывается и чувствует себя как дома, уютно устроившись рядом с Ицуки, как будто это ее дом. Шина просто пожимает плечами и говорит Алине, что согласилась, чтобы Читас остался у нее. На кухне Алина предлагает помочь с обедом, и Шина дразнит ее, говоря, что она ревнует. Он делает вид, что ему все равно, и спрашивает, что в меню. Когда она говорит, что они будут есть оми, он делает ей высший комплимент, говоря, что она готовит их лучше всех, и Шина сильно краснеет, как будто пытается сдержаться. Тем временем настоящая пара сплетничает о том, что Амин должен начать встречаться с Шиной, учитывая их химию. За обедом Чидос практически возносится на небеса после первого кусочка и говорит, что хочет научиться готовить, как Шина. Но Амин говорит, что у нее получится лучше, если она перестанет драматизировать и экспериментировать. Читас, совершенно не смущаясь, заявляет, что она никогда не будет такой чопорной, как Шина. Амин упрекает ее за это, и Читас объясняет, что в школе Шина выглядит отстраненной, несмотря на свою популярность. Затем она пытается убедить Шину немного расслабиться, говоря, что Амин может еще больше ее избаловать, если она это сделает. Шина смеется и говорит, что этого никогда не произойдет. В глубине души она надеется, что это случится. Позже, тем же вечером, Читас присылает Амину фотографию Шины, обнимающей плюшевого мишку, и он удивляется, какая она милая. А Ицуки присылает ему свою фотографию, только что из душа. На следующий день, когда влюбленные уходят, Амин показывает фотографию и хвалит Шину за то, как хорошо та заботится о медведе. Шина слишком подробно рассказывает о своих ритуалах перед сном, но вдруг смущается и требует рассказать что-нибудь столь же унизительное. Он отказывается. Тогда она угрожает спросить Ицуки, и тот паникует, сожалея о том, что они обменялись контактами. Он говорит ей, что получил сообщение, и когда она видит, от кого оно, ее настроение резко портится. Позже Амин возвращается из магазина и видит, как Шину отчитывает ее мама. Со, которая угрожает больше никогда не приходить к ней после окончания школы. Когда Со уходит, Амин спрашивает, в чем дело. Шина, едва сдерживаясь, говорит, что Со ее мать, которая ненавидит собственную дочь. Она отмахивается и пытается уйти, но Амин останавливает ее и просит остаться с ним. Они садятся, и Шина начинает рассказывать о своей семейной жизни. Ее родители поженились по расчету, и она — результат неудачной контрацепции. Они никогда не хотели ее воспитывать и оставили на попечение домработницы, пока сами постоянно отсутствовали. Она пробовала все — хорошие оценки, награды и достижения, чтобы ее заметили, но ничего не помогало. Оказывается, они просто ждут, когда она закончит колледж, чтобы официально развестись и бросить ее. Ей было больно слышать, что ее собственная мать не хочет ее, и Шина пыталась смыть это чувство, сидя под дождем в одиночестве. Амин наконец понимает, почему она держит людей на расстоянии. Он обнимает ее и говорит, что теперь все понятно. Шина благодарит его и кладет голову ему на грудь. Она говорит ему, что в отличие от ее фальшивой ангельской стороны, никто на самом деле не хочет ее настоящую, и Амин, сам того не осознавая, признается, что она ему нравится. А потом он просто продолжает говорить, изливая все, что у него на сердце, перечисляя все, что ему в ней нравится. Затем он паникует и пытается взять свои слова обратно, но Шина уже плачет. Она просит его смотреть на нее, обнимать ее, и когда он берет ее за руку, она превращается в героиню аниме и бросается в его объятия. Проходит несколько минут, и она смущается, что так сильно расплакалась перед ним. Амин успокаивает ее, говоря, что она может положиться на других и что она не одна. Он говорит ей, что у нее есть он и другие, и что они все любят ее такой, какая она есть. Она спрашивает, правда ли это, и он уверяет ее, что это так, потому что он живет с ней. После этого они решают прогуляться. Пока они идут, они говорят о школе и о том, как могут измениться их занятия в следующем году. Под цветущей сакурой Шина обнимает Амина и снова благодарит его. Она признается, что никогда не любила весну и цветение сакуры, потому что всегда была одна во время школьных мероприятий. И Амин обещает, что ей больше не придется быть одной, если он сможет помочь. С началом нового учебного года классы меняются. И Амин оказывается в одном классе со своей обычной компанией и Шиной. Ицуки сходит с ума, а Амин, как обычно, сохраняет невозмутимое выражение лица. Но под маской спокойствия они с Шиной переглядываются, как будто у них есть секрет. Вскоре к ним подходит Катаваки, чтобы поздороваться с новыми одноклассниками. Один его вид вызывает у Амина воспоминания, но он быстро приходит в себя и вежливо здоровается в ответ. Позже, дома, Шина замечает, что с Амином что-то не так, и прямо спрашивает, что его беспокоит. Он отмахивается, но Шина не отстает. Вместо этого она вдруг говорит, что хочет потрогать его волосы. Амин удивленно смотрит на нее, но разрешает.
Она предлагает ему сесть к ней на колени, говоря, что так будет удобнее. Положив голову ему на колени, Шина нежно гладит его по волосам, и, осмелев, Амин спрашивает, что бы она сделала, если бы он попытался заглянуть ей под юбку. Не задумываясь, Шина отвечает, что раздавит его яйца, но добавляет, что сомневается, что у него хватит смелости на такой поступок. Они сидят в тишине, ее пальцы в его волосах, пока Шина вдруг не говорит, что Амин не очень романтичен, если молчит. Шина рассказывает, что Чидос учил ее, как доставить мужчине удовольствие, и Амин предупреждает ее, чтобы не слишком привыкала к этому. Она пожимает плечами и говорит ему расслабиться и наслаждаться роскошным обслуживанием. Затем Шина упоминает о смене классов, и Амин признается, что тоже этого не ожидал. Они решают держаться на расстоянии в школе, чтобы не вызывать сплетен. Но когда Амин говорит это без эмоций, Шина щиплет его за щеку и настаивает, чтобы дома они вели себя нормально. Он соглашается и вскоре засыпает у нее на коленях. Примерно через час он просыпается, и Шина улыбается и говорит, что он выглядит мило, когда спит. Амин стонет и просит ее прекратить эти нежности. Шина говорит ему заткнуться, потому что он уже видел все ее версии, а затем снова щиплет его за щеку, говоря, что теперь он выглядит лучше. Она мягко говорит ему, что если ему когда-нибудь понадобится поговорить, она рядом. Амин называет ее назойливой, и она улыбается, говоря, что не всем достается ее особое отношение. На следующий день Амин идет в игровой зал и возвращается домой с загадочной сумкой. Шина сразу замечает ее и спрашивает, что случилось. Он играет в кои, но позже признается, что в сумке полно мягких игрушек, которые он выиграл для нее. Шина в восторге от своих новых плюшевых игрушек, а Амин смотрит на нее, совершенно очарованный. Она смущается от его взгляда и обвиняет его в том, что он обращается с ней как с ребенком, но он просто называет ее милой. Это заставляет ее погладить его по голове, и это чудесным образом успокаивает ее. Чувствуя себя очень благодарной, Шина предлагает сделать что угодно, чтобы отплатить ему. Амин замирает. Его мозг отключается, когда он думает обо всех возможных вариантах. А потом он просит сливочный пудинг с большим количеством яиц. Шина удивлена его простой просьбой, но соглашается приготовить его на следующий день. На следующий день Шина готовит пудинг с яйцами и подает его. Съев его, Амин говорит, как он счастлив, что она рядом. Шина краснеет и говорит, что польщена, но Амин считает, что с этого момента она должна получать больше похвал. Амин предлагает весь день осыпать ее комплиментами, но, смутившись, Шина отказывается и берет тарелку, чтобы помыть ее. Амин быстро останавливает ее и говорит, чтобы она отдохнула, пока он моет посуду. На следующий день в школе Катаваки подходит к Амину и Ицуке, чтобы пригласить их на обед. Ицуке, как всегда прямолинейный, спрашивает, почему Катаваки вдруг так заинтересовался Амином. Катаваки настаивает, что просто хочет дружить. Амин поднимает бровь, спрашивая, есть ли в этом какая-то реальная выгода для него. Катаваки пожимает плечами, спрашивая, зачем кому-то нужна причина, чтобы дружить, и говорит, что хочет узнать их получше. Пока они разговаривают, Амин замечает, что Шина смотрит на него через всю комнату. Вернувшись домой, он говорит об этом. Он спрашивает, не беспокоит ли ее что-то, и заранее извиняется, если это из-за него. Но Шина говорит, что дело не в нем. После недолгих уговоров она наконец признается, что ревнует, потому что его друзья общаются с ним в школе, а ей приходится скрывать свои чувства. Амин шутит, что было бы странно, если бы школьные ангелы начали общаться с таким неудачником, как он. Это злит ее, и она ругает его за то, что он всегда себя принижает. Он пытается извиниться, но Шина отказывается от его извинений и угрожает начать громко рассказывать, какой он замечательный, если он не начнет верить в себя. Затем они оба соглашаются начать с малого, чтобы сблизиться на людях и избежать подозрений со стороны других. На следующий день в классе ученики делятся на группы по приготовлению еды. И, как и планировалось, Шина предлагает присоединиться к группе Амина. Позже, пока Амин и его команда разговаривают и дурачатся, Шина с завистью наблюдает за ними. Читас дразнит ее и спрашивает, не хочет ли она чего-нибудь такого же уютного. Амин говорит, что она перегибает палку и возвращает всех к приготовлению еды. На уроке кулинарии Читас сомневается в способности Амина пользоваться лопаткой, но он удивляет ее. Следуя инструкциям Шины, Читас замечает, что они мило смотрятся вместе, пока Шина не просит ее прекратить комментировать и сосредоточиться. Но когда Амин смотрит на нее, он понимает, что ее смущают комментарии Читаса. Затем они заканчивают готовить, и прежде чем разложить еду по тарелкам, Шина и Амин идут к холодильнику за десертом. Пока они достают ингредиенты из холодильника, какой-то глупый повар чуть не проливает кипящую еду на Шину. Но Амин бросается к ней и спасает, как настоящий романтик. Класс ошеломленно наблюдает за ними. Амин спокойно отчитывает глупого подражателя Гордона Рамзи, все еще держа Шину на руках, и все в восторге от новой стороны Амина. Когда они возвращаются, Читас восхищается тем, как круто выглядел Амин. Он преуменьшает это, говоря, что вмешался только потому, что Шина чуть не обожглась, а держал ее, потому что должен был.
Шине это не нравится, и она сухо благодарит его. Позже, дома, Шина беспокоится о том, сколько времени пройдет, прежде чем они смогут нормально общаться на людях. Амин успокаивает ее, но она говорит ему не говорить так, потому что не хочет привыкать притворяться. Он гладит ее по голове, чтобы успокоить, и она понимает, что поглаживание по голове не всегда помогает. Однако, когда он останавливается, она просит его продолжать, не желая, чтобы это прекращалось. Некоторое время спустя Амин говорит Шине, что скоро начнутся недельные каникулы. Она не очень-то радуется, и когда он спрашивает почему, она объясняет, что не знает, как провести все это свободное время. Амин вспоминает ее уроки кулинарии с Читосом, и она признается, что это единственный реальный план, который у нее есть. Затем она как бы невзначай спрашивает, свободен ли он. Подозрительно, он спрашивает, что у нее на уме. Тогда она достает второй билет на Амина и приглашает его провести день за покупками и пообщаться с ней во время золотой недели. Он говорит, что с радостью присоединится, но тут же сожалеет об этом, когда она говорит, что в этот день он должен будет делать все, что она скажет. Ему любопытно, что она задумала, и она просит его нести ее сумки с покупками. Куда они пойдут, она еще не решила. Но она хочет, чтобы им обоим было весело. Амин предлагает сходить в кошачье кафе, говоря, что так будет не так неловко, если они пойдут вместе. Шина одобрительно кивает, затем добавляет к этому поход по магазинам и в игровой зал, потому что она там еще не была. Позже начинаются уроки кулинарии с Читосом, и она, как обычно, болтает без умолку. Амин просит ее потише, потому что они у него дома. Шина извиняется за то, что пользуется его кухней. Но его больше беспокоит репутация Читоса в кулинарии после шоколадного хаоса, который она устроила в День Святого Валентина. Читос настаивает, что это была просто шутка, но Амин говорит, что лучше довериться вору, чем ей. Пока идет урок, Амин начинает дремать. Когда он наконец просыпается, то гладит Шину по бедрам. Она говорит ему, что он опирался на ее плечо, и он извиняется, но она отмахивается. Читос, живущий ради романтического сюжета, спрашивает, когда они начали называть друг друга по имени. Амин смотрит на нее, подозревая, что она что-то сделала, пока он спал, но она уверяет его, что ничего не делала, а Шина ведет себя подозрительно. Затем подают еду, и Амин спрашивает, можно ли ее есть. Читос обижается, поэтому он неохотно благодарит ее и, откусив кусочек, признает, что это действительно вкусно. Читос благодарит Шину за урок и уходит. Оставшись наедине, Шина признается, что разыграла его, пока он спал, и извиняется. Когда ее спрашивают, что она сделала, она признается, что играла с волосами и щеками Амина, пока он спал. Когда он дразнит ее, спрашивая, было ли это приятно, она краснеет и признается, что да. Он мстит, поглаживая ее по щекам, и Шине это очень нравится. Затем разговор переходит на другую тему, и Шина хочет узнать, какая у Амина одежда и что он хочет, чтобы она надела. Она спрашивает, предпочитает ли он, чтобы она выглядела чопорно и прилично, или наряжалась, как будто стоит $2 в час. Он говорит, что ей подойдет что-то стильное и элегантное. Она воспринимает это как вызов и обещает одеться так, чтобы произвести впечатление во время их встречи, а Амин умоляет о пощаде. На следующий день она появляется в новом образе, который его ошеломляет. Ее волосы собраны в хвост, чтобы кошки не дергали ее за них, и она просит его не смеяться. Но Амин просто делает ей комплимент, и они уходят, держась за руки. В кошачьем кафе Шина в восторге от милых котиков и пытается погладить одного из них. Но ее игнорируют. Амин успокаивает ее, говоря, что это просто приветствие. Позже, попивая чай, она восхищается презентацией, считая ее слишком милой, чтобы пить. Но в конце концов она все-таки выпивает его, и Амин украдкой фотографирует этот момент, говоря, что у нее усы. Она пытается удалить фото. Но когда Амин говорит ей, что она выглядела мило, она отказывается от этой идеи. Пока они гладят кошек, Шина спрашивает, почему они ему нравятся. Он говорит, что они напоминают ему о ней, которая кажется суровой снаружи, но в итоге сближается с людьми. Она тут же возражает, говоря, что она не сближается с кем попало. Она обвиняет его в том, что он сравнивает ее с избалованной кошечкой. Позже, в торговом центре, они держатся за руки и останавливаются, чтобы полюбоваться платьем. Амин спрашивает, не хочет ли она его примерить, и признается, что оно ей пойдет. Когда она идет в примерочную, пара девушек пытается подкатить к Амину и увезти его домой, чтобы прокатиться на нем в поезде. Он решительно отказывает им, говоря, что он не один. Шина появляется как раз вовремя, хватает его за руку и уводит, как ревнивая подружка. К большому удивлению Амина. В игровом зале Амин учит ее, как выиграть мягкую игрушку. Наконец, она выигрывает одну, похожую на ту, с которой играл Амин, и протягивает ее ему. Но он говорит ей, что она должна оставить ее себе. Шина настаивает, что это для него, и он обещает бережно хранить ее. Когда он пытается погладить ее по голове, появляется Катаваки, потрясенный тем, что у Шины есть парень. Она быстро отрицает это, и когда Катаваки присматривается, он понимает, что красивый парень рядом с Шиной — это Амин. Когда ситуация проясняется, Катаваки хвалит внешность Амина, а Шина просит его сохранить их секрет.
Он соглашается, потому что не хочет портить зарождающуюся дружбу с Амином. Позже, когда они идут домой, Амин извиняется, но Шина говорит, что это не его вина, что их заметили. Они говорят о Катаваке и о том, какой он классный. Шина говорит Амину, что у него такая же энергетика, но Амин не согласен. Она спрашивает, почему он всегда себя принижает, но когда он не отвечает, она говорит, что все в порядке, потому что она готова его поддержать, если это поможет ему обрести уверенность в себе. На следующий день, когда Амин тусуется с Ицуки и Катаваки, его допрашивают. Они спрашивают, действительно ли они с Шиной просто друзья, и хотя он настаивает на этом, ему никто не верит. Катаваки спрашивает Амина, действительно ли у него нет чувств к Шине, и несмотря на попытки сохранить самообладание, он не отрицает этого. Позже, вернувшись домой, Амин замечает, что Шина ведет себя подозрительно и прячет свой телефон. Он спрашивает ее, что она скрывает, и она признается, что получила от Шихако несколько его детских фотографий. Он требует их показать, но она отказывается. Они борются за телефон, и когда они падают, Амин оказывается сверху. Напряжение между ними нарастает, и Шина закрывает глаза, готовясь к поцелую, но вместо этого получает щипок за щеку. Он просматривает фотографии на ее телефоне, пока она погружена в свои мысли, гадая, какие на вкус его сочные губы. Позже Шина как бы невзначай спрашивает Амина, есть ли у него планы на День матери. Он говорит, что помог бы, если бы был дома, но вместо этого он просто отправит цветы. Шина отвечает, спрашивая, как его родители позволили ему жить одному, зная, что он совершенно бесполезен в домашних делах. Амин, явно погруженный в воспоминания, немного теряется. Затем он говорит ей, что у него были причины не оставаться дома. Она не верит. Но он гладит ее по голове и успокаивает, говоря, что ей не о чем беспокоиться. Шина называет его ложь ложью, но говорит, что все в порядке, если он не хочет говорить. В конце концов, он признается, что ушел, чтобы избежать встречи с парнями, потому что в прошлом у него было 3 так называемых друга. Из-за своей наивности он не понимал, что его так называемые друзья общались с ним только из-за денег. Потом они оскорбляли его за его спиной, называя его машиной для зарабатывания денег, и когда Амин спросил их об этом, они сказали, что никогда не считали его другом. После этого он перестал доверять людям и переехал в другой город, чтобы начать все сначала. Шина, как всегда, говорит, что если бы она была там, то отрезала бы этим парням головы. Амин говорит ей, чтобы она поберегла силы для своих проблем, но Шина тут же возражает, говоря, что не стоит сравнивать проблемы. И что она просто хочет быть рядом с ним, как он был рядом с ней. Шина просит Амина хоть раз опереться на нее и говорит, что хочет побаловать ее. Амин обвиняет ее в том, что она пытается сделать его зависимым. Но потом она мягко говорит, что он сильный и надежный. Шина притягивает Амина к себе и говорит, чтобы он просто расслабился. Амин жалуется, что она слишком настойчива, но она настаивает, что это просто благодарность. Так они и остаются, тихо обнимая друг друга. Затем Амин, снова став серьезным, говорит, что не хочет слишком сильно на нее полагаться, потому что он парень. Шина говорит, что он не понимает, что происходит, и начинает уходить, но он хватает ее сзади и обнимает. Шина, смутившись, спрашивает, почему он обнимает ее сзади. Амин невозмутимо отвечает, что это не сильно отличается от объятий спереди. Он говорит ей не оборачиваться и позволить ему хоть раз побыть эгоистом, и она соглашается. Шина говорит ему, что она тоже эгоистка, и когда он спрашивает, когда, она отвечает, что ему нужно шире открыть глаза, чтобы это увидеть. Она убегает на кухню готовить, оставляя его переосмысливать свой жизненный выбор. Позже Амин отправляется на пробежку, внезапно решив взять себя в руки, потому что хочет чувствовать себя увереннее рядом с ней. В школе несколько девочек рассказывают Шине пикантную сплетню о том, что она ходила в торговый центр с парнем. Амин внимательно наблюдает, а Шина даже не вздрагивает. Она сразу же подтверждает это, называя парня самым особенным человеком в своей жизни, несмотря на то, что он всего лишь ее друг, и произносит слово «свидание». Это шокирует весь класс. Вернувшись домой, Амин предупреждает ее, что такие разговоры могут ввести людей в заблуждение. Но она говорит Амину, как много для нее значит их время вместе, и что он единственный человек, которому она доверяет больше всего. Ей все равно, что думают другие, потому что, хотя популярность утомляет, его дом — единственное место, где она чувствует себя в безопасности. Позже Амин рассказывает, что у него появилось новое хобби — бег. Она поднимает бровь и спрашивает, не занимается ли он спортом по какой-то причине. Он говорит, что хочет немного подкачаться, чтобы стать более мужественным. Она дразнит его, спрашивая, не хочет ли он снова побаловать ее, и говорит, что сделает все, что он попросит. Однако она предупреждает его, что его просьба должна быть разумной, но она ожидает, что он ответит ей тем же. В качестве тренировки Амин просит ее что-нибудь сделать. Сначала она хочет попросить его переспать с ней, но решает погладить его по голове и говорит, что ей нравится, когда он к ней прикасается. В ту ночь Шина не теряет времени даром и хочет перейти к делу, показывая Амину, что она настроена серьезно, когда целует его. Однако он просыпается и понимает, что это был эротический сон, в котором он прижимается к Шине, а когда смотрит вниз, то понимает, что все в беспорядке. В
школе Джудас сразу же начинает его подкалывать, спрашивая, почему он весь день выглядит таким подавленным. Он лжет и говорит, что это из-за утренней пробежки. Шина, как всегда заботливая, говорит ему, чтобы он отдохнул, но он настаивает, что с ним все в порядке. Позже Шина чувствует, что что-то не так, и спрашивает, почему он такой странный. Амин уклоняется от ее вопросов, но она продолжает допытываться, пока он не сдается. Он признается в своем сне, и Шина начинает задавать странные уточняющие вопросы, как будто записывает ответы для науки. Амин говорит ей, чтобы она не заморачивалась. В итоге они признаются, что никогда ни с кем не были, и пока Шина радуется, Амин просто хочет спрятаться в укромном месте для девственников. Наконец, наступает экзаменационная пора. В школе отменяют расписание, и Амин спрашивает, можно ли ему заниматься с друзьями. Шина говорит, что не против, и даже предлагает приготовить еду, если они не против, чтобы она присоединилась. Амин предлагает ей тоже принести чипсы. Но Шина говорит, что они с Читосом уже все спланировали, потому что ее отец может отречься от нее, если она провалится. Но Амин не верит и считает, что это просто уловка, чтобы ее пригласили. Затем Шина спрашивает, почему он так волнуется перед экзаменами, и он говорит, что хочет повысить свою уверенность. Услышав это, Шина повышает ставки и говорит, что если он войдет в десятку лучших, она сделает все, что он попросит. Амин шутит, что может попросить что-нибудь безумное, а она отвечает, что была бы впечатлена его смелостью и, возможно, согласилась бы. Хотя в глубине души он хочет перейти к более страстным отношениям, вместо этого он все портит, попросив почистить ему уши. Когда группа наконец приходит, Амин встречает их у двери, и Катаваки впечатлен тем, как Шина выглядит как жена. Они занимаются, едят и немного болтают. Когда все уходят, Шина наливает Амину чай. Он говорит ей, что она слишком заботливая, и она признается, что ей нравится заботиться о нем. Пока Амин пытается прийти в себя, Шина притягивает его к себе и начинает играть с его губами, прося его позволить ей всегда его баловать. После экзаменов Амин занимает 6-е место, и Шина улыбается, поздравляя его, как гордый родитель. Она вспоминает свое обещание и говорит ему, чтобы он вознаградил себя. Но Амин, как настоящий скромный парень, говорит, что она заслуживает награды больше, потому что она заняла 1-е место. Шина пожимает плечами и говорит, что быть на вершине – это ее обычное состояние. Позже, дома, Амин решает воспользоваться этой наградой и спрашивает, не хочет ли она чего-нибудь. Шина немного думает, а потом просит его нарезать огурец и посолить его. Амин явно разочарован обыденностью всего этого, а Шина говорит, что довольна своим нынешним положением. Она бормочет, что только она может исполнить ее истинное желание. Когда Амин спрашивает, какое у нее может быть истинное желание, она просто ухмыляется и говорит, что лучше ему не знать. Затем она говорит ему, чтобы он пришел за своей наградой, и Амин просто стоит, как будто его приговорили к смерти от смущения. Он колеблется, но Шина настаивает, что ему понравится эта награда. Наконец он ложится, чтобы почистить уши. И пока она это делает, Шина небрежно спрашивает, правда ли, что парни считают романтичным, когда девушки чистят им уши. Амин признается, что это приятно, и Шина дразнит его за это. Закончив с одним ухом, она говорит ему перевернуться, и тут у Амина сносит крышу при виде ее гладких, как масло, бедер. Он все равно кладет голову ей на колени, и она продолжает чистить ему уши. Затем, закончив, Шина играет с его волосами, пока он тихо кончает. Она хвалит его волосы, и Амин говорит, что ему тоже нравятся ее волосы. Затем он извиняется за то, что всегда трогает их без разрешения, но Шина говорит ему, что ей нравится, когда он ее трогает. Услышав это, Амин чуть не сгорает от прилива крови. Он начинает задаваться вопросом, сколько еще он сможет продержаться. Затем он засыпает у нее на коленях, а когда просыпается, она тоже спит, как всегда спокойно. Он пытается разбудить ее, но она крепко спит. Он тычет ее в щеку, зовет по имени, но она не отвечает. Поэтому, впервые проявив ответственность, он относит ее в ее квартиру и укладывает спать. Перед уходом она бормочет, что он должен спать рядом с ней. Он вежливо отказывается и позволяет плюшевому мишке заменить его, с которым она с удовольствием обнимается. На следующий день Шина заходит к нему, и Амин возвращает ей ключ от квартиры. Она спрашивает, не заметил ли он какие-нибудь фотографии, пока был у нее в комнате. К ее облегчению он говорит, что нет. Но когда он начинает перечислять все, что видел в ее комнате, например, кукол, которых он ей подарил, Шина пугается и просит его замолчать. Затем он упоминает, что она просила его переспать с ней, и она в панике уверяет его, что никогда не позволит своим развратным мыслям взять вверх. Амин говорит ей, что то, что они друзья, не значит, что он может трахать ее по первому требованию. Шина отвечает, что это не так уж отличается от того, чтобы позволить ему спать у нее на коленях. И Амин предупреждает ее, чтобы она не искушала его, но она отвечает, что он ее недооценивает. На следующее утро Шина приходит к нему в летнем наряде. Она спрашивает, все ли в порядке,
И когда Амин смотрит на нее, он замечает ее гладкие, как масло, ноги, отчего у него чуть не сносит крышу. Затем он сразу же предупреждает ее, чтобы она надела колготки, чтобы другие парни их не увидели. И когда она дразнит его за то, что ему нравятся ее ноги, она ясно видит, что это так. Однако Амин переворачивает ситуацию, обвиняя ее в том, что он пытается соблазнить ее своими голыми ногами. Шина хватает Амина и прямо спрашивает, возбуждают ли ее ноги. И он не может не признать, что она отлично выглядит в новом наряде с открытыми ногами. Она улыбается и говорит, что рада, что он увидел ее наряд раньше всех. Позже в школе наряд Шины сразу привлекает внимание. Парни смотрят на нее с восхищением, а Амин внутренне дуется, как забытый второстепенный персонаж, завидуя ее вниманию. После школы Чироса и Цуки идут домой вместе, а Катаваки приглашает Амина погулять. Но прежде чем они уходят, они сталкиваются с Шиной, которая говорит, что у нее есть работа, чтобы помочь учителям. Амин сразу же бросает Катаваки, чтобы помочь ей. Но Катаваки идет с ними, как настоящий помощник. После этого Шина благодарит их обоих за помощь в работе. Но Амин слышит, как девушки сплетничают о том, что она подлизывается к учителям. Вернувшись домой, Амин выражает свое недовольство этим. Но Шина невозмутимо говорит, что это не имеет значения, потому что она была бы больше удивлена, если бы люди не сплетничали. Она признает, что не всем она нравится, но большинство просто притворяются, что она им нравится, ради приличия. Амин говорит, что не удивился бы, если бы они подумали, что Шина пытается украсть Катаваки, их общую любовь или луну для учителей, чтобы получить хорошие оценки. Шина уверяет его, что Катаваки не в ее вкусе, потому что они оба популярны. Амин, смутившись, говорит, что ему больше нравится настоящая личная сторона Шины. Она краснеет, явно тронутая, и говорит, что рада, что он знает ее настоящую. Затем она признается, что раньше притворялась ангелом, чтобы нравиться людям. Но теперь, когда Амин рядом с ней, она заявляет, что будет больше оставаться собой на публике. Главное, чтобы близкие ей люди любили ее настоящую. Это напоминает Амину о его обещании присматривать за ней, и он уверяет ее, что продолжит выполнять свое обещание. Однако это немного пугает Амина, потому что если больше людей увидят настоящую Шину, то больше людей в нее влюбятся. Он говорит, что не знает, как к этому относиться. Шина называет его ревность милой и осыпает его комплиментами, называя его крутым и милым, пока он не краснеет и не теряет дар речи. После их жаркого разговора Амин затыкает Шину, прижав руку к ее губам, и предупреждает, что если она продолжит дразнить его. В следующий раз он заткнул бы ее без помощи руки. Но как только он отпускает ее, Шина притягивает его к себе и целует, а затем убегает, оставив Амина стоять как ошеломленного персонажа в симуляторе свиданий. На следующий день в школе Кидос и Шина обсуждают планы на спортивный день, как ни в чем не бывало. Но как только Амин заходит в класс и здоровается со всеми, Шина отводит взгляд, как будто он солнце, а она забыла солнцезащитный крем. Поэтому он просто игнорирует ее. Позже в столовой Ицуки и Катаваки небрежно спрашивают Амина о его ссоре с Шиной. Он признает, что все странно, и говорит, что они просто отдалились друг от друга. Ицуки отвечает ему, чтобы он перестал быть трусом и сделал первый шаг. Но Катаваки считает, что Амин просто боится отказа, и это, честно говоря, попадает в точку. Амин вздыхает и говорит, что жизнь была бы проще, если бы он выглядел как красавчик Сквидвард. Но Катаваки говорит ему, чтобы он перестал жалеть себя. Вечером, когда Амин погружен в свои мысли, появляется Шина и небрежно извиняется за то, что бросила его перед ужином накануне. Он отмахивается, и она садится рядом с ним, явно намеренно держась на расстоянии. Наконец он спрашивает ее, почему она его поцеловала, и Шина оправдывается, говоря, что просто хотела подшутить над ним. Несколько дней спустя Читос на грани срыва, потому что они с Ицуки оказались в разных командах на спортивном дне. А Амин мысленно кричит, каким видом спорта ему притвориться, что он увлекается. Позже, пока Шина, как обычно, готовит, Амин спрашивает, в каких видах спорта она записалась, и, к их удивлению, они выбрали одни и те же соревнования. Шина называет его ленивым, а Амин признается, что он просто не создан для спорта. Она спрашивает, ненавидит ли он спорт, и он уточняет, что ненавидит, когда его заставляют заниматься спортом. Шина говорит, что жаль, что она не увидит, как он блеснет в спорте, и Амин ухмыляется, говоря, что пока не стоит его списывать со счетов. Ободренная, она говорит ему, чтобы он постарался. Затем он открывает и ест изысканное мороженое. Когда он замечает, что Шина заинтересовалась, он небрежно кормит ее мороженым, которое ей очень нравится. Однако он понимает, что только что нарушил их дистанцию, паникует и отдает ей всю порцию, а затем уходит, оставив Шину грустной. В день соревнований Читос выигрывает эстафету, и, к удивлению Амина, Катаваки сообщает ему, что Читос раньше был лучшим в команде по эстафете. Амин спрашивает его, почему она ушла, и Катаваки рассказывает, что в прошлом один из ее товарищей по команде был влюблен в Ицуки. И это создало драму, когда Читос начала встречаться с ним.
Затем начинается гонка за мусором, и Амин встает в очередь. Когда раздается подсказка, Шина подходит к нему, как будто это судьба, и говорит, что он подходит под описание в ее подсказке. Амин отвечает, что она тоже подходит под его подсказку. Они вдвоем из разных команд берутся за руки и бегут к финишу, и побеждают. Затем, перед всей толпой, Читас зачитывает их подсказки и говорит, что Амин должен был найти кого-то красивого, а Шина искала кого-то особенного. После этого мальчики в школе недовольны и набрасываются на Амина, как разъяренные фанаты. Они спрашивают, почему их ангел выбрал такого одинокого и скучного парня, как он. Амин, явно растерявшись, говорит им, чтобы они по очереди задавали ему вопросы. Он объясняет, что их соседи и слухи о том, что он встречается с ней, правдивы, и что этим парнем был он, но он не встречался с ней. Мальчики не верят, и один из них драматично говорит, что Амин не ценит их ангела. Тогда Амин заявляет, что ему плевать на их ангела, но ему не плевать на Шину. Как раз в этот момент появляется Шина и говорит разъяренной толпе, чтобы они отступили. Один парень спрашивает, действительно ли она любит Амина, и она отвечает, что у него с этим проблемы. Они спрашивают, почему она выбрала именно Амина, и она требует знать, почему они считают его таким ужасным. Они отвечают, что Амин скучный, одинокий парень, который ничего не стоит и не заслуживает такого ангела, как Шина. Но тут Шина отвечает, что внешность — это еще не все, и что Амин не скучный, а джентльмен и крутой парень. Затем она продолжает защищать Амина как рыцарь в сверкающих доспехах, перечисляет все его достоинства и оставляет толпу в молчании. После того, как фанаты уходят, она поворачивается к Амину и небрежно приглашает его на ужин. Позже Амин стоит один, решив, что после того, что только что произошло, он должен сказать Шине, что он на самом деле чувствует. Вернувшись домой, он думает, как выразить свои запутанные чувства. Прежде чем он успевает углубиться в размышления, появляется Шина и говорит, что знает, что у него, наверное, много мыслей. Она извиняется за то, что бросила его на растерзание толпе со всей этой сценой и признания перед всей школой. Она спрашивает, злится ли он, и он отвечает, что нет. Затем Амин извиняется за то, что был трусом и игнорировал ее чувства. Шина признается, что тоже виновата и тоже извиняется. Наконец, Амин притягивает ее к себе и признается, что никогда не думал, что сможет влюбиться в кого-то, но она доказала, что он ошибался. Он даже признается, что когда они впервые встретились, она была холодной, немного властной и совершенно неотразимой. Однако он захотел узнать ее получше и заполучить ее для себя. Шина краснеет и признается, что сначала сдерживала свои чувства, но поняла, что тоже хочет большего с ним. Затем Амин обещает стать лучшей версией себя. Таким парнем, который сможет сделать ее счастливой. Он говорит, что она ему дороже всех, и просит ее стать его девушкой. Сияющими глазами Шина улыбается и говорит «да». Они крепко обнимаются, и когда Амин обещает сделать ее счастливой, она обнимает его еще крепче от любви. Если вы досмотрите это аниме до конца, напишите в комментариях «красавица и бродяга». Если вам нравятся такие аниме-рецензии, посмотрите это видео.